Огромный привет друзьям и всем, кто смотрит мои видео. Сегодня делюсь с вами рецептом приготовления в домашних условиях сванской соли. Рецепт максимально приближен к оригинальному. Получается такая немного влажноватая смесь соли с специями, которая хранится в стеклянной баночке герметично закрытой крышкой. Сванская соль – это кулинарный поистине шедевр грузинской кухни. С ее добавлением даже обычное картофельное пюре или жареная картошка, грибочки превращаются в безумно вкусные блюда. Уверена, что гурманы оценят. А на мужчин это действует как приворотное зелье. Испытала на своем. Присыпьте такой солью обычную вареную картошку или свежие нарезанные помидорки. В борщ добавьте, в любой салат. И обычная еда становится такой яркой, ароматной и вкусной. А для меня это еще и как вариант, чтобы сохранить 200 граммов свежего чеснока, который к весне становится вялым. Готовится все довольно просто. Подробное количество всех компонентов вы, как всегда, найдете в описании под видео. 600 граммов соли каменной, 200 граммов чеснока, он такой вялый, некоторые уже зубчики проросшие, я его почистила, помыла, вот, все. Вот такое довольно большое количество чеснока, 200 граммов надо на 600 граммов соли. Соль обычная, каменная, не йодированная, не морская. Обычная каменная соль, ровно 600 граммов. Дальше кориандр, 2 столовых ложки, молотый, и пажитник, или по-другому это называется еще уцхосунели. Дальше паприка острая, у меня домашняя. И еще нужно эмеретинский шафран. Это лепестки цветочков бархатцев для тех, кто не знает. Он придаст соли и цвет такой желтоватый, и еле заметную остринку. Вот тут на тарелочке у меня по 1 столовой ложке семена тмина, или по-другому дзира. Она имеет такой укропно-хвойный вкус, и 1 столовая ложка зиры. Если посмотреть вот с виду, они практически не отличаются друг от друга по внешнему виду, разве что вот зира она более светлая, а зира она более темного цвета. Но если попробовать вот эти семена на вкус, то тмин, он имеет такой укропно-хвойный вкус, а зира, такой более пряный вкус. Можно использовать или 1 тмин, или же 1 зиру. В данном случае я смешиваю по 1 столовой ложке тмина и зиры. В общее количество это 2 столовых ложки. Сюда же отправляю 2 столовых ложки острой паприки и 2 столовых ложки лепесточков бархатцев, или по-другому эмеретинский шафран, 2 столовых ложки кориандра и уцхосунели, или по-другому пажитник. Пажитник это семена. Ну и, конечно же, чеснок и соль. Вот такое, посмотрите, большое количество получается специй на 600 граммов соли. Чеснок я подавила на чеснокодавку, но он получается вот такими крупинками, попадаются пластинки. Поэтому для того, чтобы чеснок так равномерно распределился по всей соли, я буду брать чеснок, вот этот подавленный, в ступку небольшими порциями и смешивать с солью. Таким образом получается, что чеснок с солью, в соли есть такие крупинки большие, и в ступке это очень хорошо перемалывается. Можно и пользоваться блендером, но мне так в ступке удобней. Все превращается в такую однородную кашицу. И вот небольшими порциями по 1, по 2 столовых ложки чеснока, соли. Вот я перетерла. Теперь остатки соли вмешиваю в чеснок. Рукой это сделать удобнее всего, конечно же. Распределяю, и дальше осталось добавить все специи.
Да, еще как вариант можно не обязательно добавлять вот такой именно такое сочетание специй. Можно добавить ваши любимые специи, тут ту же петрушку, укроп, хмели, сунели. Конечно, это получится у вас уже не сванская соль, просто будет ароматная, вкусная домашняя соль с добавлением чеснока. Дополнительно, чтобы разбить вот эти все комочки, чеснок и вместе с специями, с помощью вилки можно все хорошо размешать, и получается вот такая однородная смесь соли с специями. Для того, чтобы избавиться от лишней влаги, на противень я застелила бумажные полотенца в 3 слоя, распределяю ровным слоем, и сверху тоже еще 3 слоя бумажного полотенца, которые сверху я прикрою обычным кухонным полотенцем и оставлю вот в таком виде на сутки, можно на 2 суток оставить, просто чтобы вот бумага впитала лишнюю влагу из чеснока и соли. И потом все просто раз в сутки вот так перемешала, для того, чтобы сохранились максимально все ароматы. И вот, друзья, такая ароматная, вкусная соль получается. Друзья, если вам было интересно мое видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока!